Здравствуйте, дорогие друзья! Почему миграционная политика ЕС резко меняется именно сейчас? Что сломалось в старой модели Европы и почему 2026 год может действительно стать поворотным моментом? Итак, миграционная политика ЕС, куда вообще все катится и какие прогнозы на 2026-2030 года? Видео будет поделено на 5 основных частей. Тайм-коды к нужной части вы сможете найти в описании под видео, поэтому получить информацию, перейдя по тайм-кодам, теперь становится еще удобнее. В 2026 году Европа входит в один из самых сложных периодов своей современной истории. И речь сейчас не только об экономике, войне, энергетике или политическом кризисе. В центре всего постепенно оказывается именно миграция, потому что именно она стала тем вопросом, через который европейцы начали переосмысливать собственную идентичность, безопасность, культуру и даже будущее самого Союза. Чтобы понять, куда движется Европейский Союз, нужно сначала понять главное. Старая миграционная модель Европы фактически закончилась. Та система взглядов, которая доминировала после 90-х и особенно усилилась в начале 2000-х, больше не работает так, как раньше. И это признают уже не только правые партии, но и сам европейский политический центр. После Второй мировой войны Европа строила себя как пространство гуманизма, открытости и универсальных прав человека. Постепенно формировалась идея, что либеральная демократия и мультикультурное общество – это не просто политический выбор, а неизбежное будущее цивилизации. Особенно сильно эта концепция укрепилась после создания Европейского Союза. Тогда казалось, что национальные границы теряют значение, а глобализация делает мир единым. Но миграционный кризис 2015 года стал точкой, после которой Европа начала резко меняться. Миллионы мигрантов прежде всего из Ближнего Востока и стран Африки, начали двигаться в сторону Европы. Для части общества это стало гуманитарным вызовом. Для другой части символом потери контроля над собственными границами. И самое важное, именно тогда произошло политическое разделение, последствия которого Европа ощущает до сих пор. Сначала казалось, что кризис временный, но постепенно выяснилось, что проблема гораздо глубже. Миграция стала постоянным фактором европейской политики. Начали расти правые партии, усилились внутренние конфликты между странами ЕС. Восточная Европа отказалась принимать общеевропейские квоты, а западные государства столкнулись с ростом общественного недовольства. Особенно сильный удар пришелся по Германии. Германия стала символом самой открытой миграционной политики целой эпохи Ангелы Меркель. Решение принять огромное количество беженцев в 2015 году сначала воспринималось как моральное лидерство Европы, но позже внутри немецкого общества начались серьезные споры. Насколько государство способно интегрировать такой масштаб миграции без социальных последствий? Похожая ситуация развивалась во Франции, Италии, Швеции и Нидерландах. Причем проблема оказалась не только экономической, наоборот. В ряде случаев экономика даже выигрывала от дешевой рабочей силы. Главный кризис оказался культурным и политическим. Многие европейцы начали воспринимать происходящее как постепенную утрату привычной социальной среды. Это усилило страхи вокруг преступности, религиозных конфликтов, параллельных сообществ и снижение уровня доверия внутри общества. И именно здесь появляется главный перелом 2026 года. Сегодня даже умеренные европейские политики все чаще говорят не о гуманитарной открытости, а о конкретном контроле, фильтрации, защите границ и депортации. Это очень важный психологический сдвиг, потому что еще 10 лет назад подобная риторика считалась маргинальной. Теперь она становится частью нового европейского мейнстрима. Но здесь возникает парадокс.
С одной стороны, Европа хочет сократить нелегальную миграцию, с другой, сама европейская экономика все сильнее зависит от приезжих работников. Население стареет, рождаемость падает, не хватает персонала в медицине, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве и даже в сфере ухода за пожилыми. Именно поэтому ЕС не может просто закрыться. Вместо этого формируется новая модель. Жесткий контроль для нелегальной миграции и одновременно индивидуальное выборочное открытие для нужных специалистов. Это и есть главная логика новой Европы. И далее мы разберем самое важное, почему миграция стала главным топливом роста правых партий и как именно она меняет политическую карту всего Евросоюза. Если перед этим речь шла о кризисе старой миграционной модели Европы, то теперь нужно понять следующий этап – политические последствия. Потому что миграция в ЕС давно перестала быть только гуманитарным или экономическим вопросом. В 2026 году это уже главный фактор трансформации всей европейской политики. За последние 10 лет Европа изменилась сильнее, чем многие ожидали. И самое заметное изменение – рост правых и национально-консервативных сил практически по всему континенту. Когда-то такие партии считались периферией европейской политики. Их называли популистами, радикалами и временным протестным явлением. Но теперь ситуация другая. Во многих странах именно они определяют общественную повестку, даже если формально не находятся у власти. И главная причина этого роста – миграция. После кризиса 2015 года в обществе постепенно накопилось чувство, что европейские элиты потеряли контроль над ситуацией. Причем речь шла не только о самих миграционных потолках. Для многих людей это стало символом более глубокого кризиса доверия к власти. Обычный избиратель видел противоречия. Политики говорили о безопасности и порядке, но при этом миллионы людей пересекали границы ЕС практически бесконтрольно. Власти говорили об интеграции, но во многих городах начали появляться районы с параллельной социальной средой. Государства обещали стабильность, но уровень общественной тревожности рос. На этом фоне правые партии начали предлагать очень простую и эмоционально понятную модель. Если государство не контролирует границы, оно перестает быть государством. И эта формула оказалась чрезвычайно эффективной. Особенно быстро ситуация изменилась во Франции. Там тема миграции постепенно стала центральной частью практически всех национальных выборов. Причем интересно другое, даже умеренные партии начали заимствовать часть риторики правых, потому что иначе рисковали потерять электорат. Похожий процесс происходит и в Германии. Еще несколько лет назад жесткие заявления о депортациях или закрытии границ воспринимались как политический радикализм. Но к 2026 году подобные идеи уже открыто обсуждаются в мейнстриме. То же самое можно увидеть и в Италии, Нидерландах, Швеции и даже в странах, которые раньше считались образцом либеральной миграционной политики. Но здесь важно понимать одну вещь. Рост правых – это не только результат страха перед мигрантами. Все гораздо сложнее. На самом деле миграция стала точкой концентрации сразу нескольких кризисов: роста цен, дефицита жилья, проблем с безопасностью, давления на социальные системы, культурной поляризации, недоверия к элитам и ощущения потери национальной идентичности. Именно поэтому тема миграции вызывает настолько сильные эмоции. Особенно важным стал фактор социальных сетей. В 2026 году информационная среда работает совсем иначе, чем 10 лет назад. Любой инцидент с участием мигрантов мгновенно становится вирусным. Видео распространяется по всей Европе за буквально часы. Даже локальные события начинают восприниматься как часть общеевропейского кризиса. И из-за этого политика все сильнее
уходит в эмоциональную плоскость. И здесь появляется главный страх европейских элит. Они понимают, что если общество окончательно потеряет доверие к способности государства контролировать границы, миграцию, то последствия могут выйти далеко за пределы самой миграционной темы. Под угрозой окажется устойчивость всей политической системы ЕС. Поэтому сегодня даже Европейский Союз постепенно меняет риторику. ЕС все чаще говорит не о политике открытости, а о защите внешних границ, ускоренных процедур депортации и жесткой фильтрации миграционных потоков. Это очень важный момент. Фактически Европа пытается спасти либеральную систему через частичное ужесточение самой либеральной политики. Иначе говоря, ЕС старается снизить общественное давление, не разрушая полностью собственные ценности. Но получится ли удержать этот баланс? Тут есть большой вопрос. Потому что в ближайшие годы миграционное давление на Европу, скорее всего, только усилится. Причины никуда не исчезли. Война, бедность, климатические изменения, демографический взрыв в Африке и нестабильность Ближнего Востока. Именно поэтому далее мы разберем следующий ключевой вопрос. Почему ЕС все активнее переносит миграционный контроль за пределы Европы и как формируется новая система внешней фильтрации мигрантов еще до их попадания в Евросоюз. К 2026 году в миграционной политике Европы происходит, возможно, самый важный поворот за последние десятилетия. Причем большинство жителей ЕС даже не замечают масштаба этих изменений, потому что главная трансформация происходит не внутри Европы, а далеко за ее пределами. Если раньше Евросоюз в основном реагировал на миграцию уже после прибытия людей на европейскую территорию, то теперь логика меняется полностью. Новая стратегия заключается в другом. Не допустить мигрантов до границ ЕС вообще. Именно поэтому все чаще звучит термин «экстернализация миграционного контроля». Простыми словами, Европа выносит свою границу наружу. Причина этой стратегии понятна. После кризиса 2015 года европейские власти осознали неприятную для себя реальность. Как только большие потоки мигрантов оказываются внутри ЕС, остановить процесс становится крайне сложно, юридически, политически и даже гуманитарно. Начинаются длительные процедуры убежища. Подключаются правозащитные организации, суды блокируют депортации, страны Европейского Союза спорят между собой, а общественное недовольство продолжает расти на фоне всего этого. Поэтому теперь Брюссель пытается решить проблему раньше, еще на маршрутах миграции. Главное направление этой политики – Северная Африка. Она постепенно превращается в своеобразный буфер между Европой и миграционными потоками из Африки и Ближнего Востока. Именно туда ЕС направляет миллиарды евро, пытаясь добиться от местных правительств более жесткого контроля над миграцией. Особую роль здесь играет Ливия. Несмотря на политическую нестабильность и тяжелую ситуацию с правами человека, именно через ливийское побережье проходит один из крупнейших маршрутов нелегальной миграции в Европу. Поэтому ЕС фактически вынужден сотрудничать даже с крайне проблемными режимами, если это помогает сократить поток лодок через Средиземное море. Похожая ситуация развивается и вокруг Туниса. Европа предлагает финансирование, экономическую помощь, инвестиции и дипломатическую поддержку в обмен на более жесткий контроль миграции. Иными словами, ЕС постепенно превращает соседние страны в первую линию своей миграционной обороны. Но именно здесь возникает серьезный моральный и политический конфликт. Критики считают, что Европа таким образом просто перекладывает проблему на более бедные страны. Более того,
Правозащитные организации регулярно обвиняют ЕС в косвенном участии в нарушениях прав мигрантов, потому что условия содержания людей в транзитных лагерях часто крайне тяжелые. Однако европейские власти отвечают иначе. Если не контролировать внешние маршруты, Европа столкнется с еще более серьезным внутренним кризисом. Внутри ЕС все чаще обсуждается идея создания специальных центров фильтрации за пределами Европейского Союза. Тут логика простая. Человек подает заявку на убежище не в самой Европе, а еще до въезда в нее. И только после проверки получает право попасть в Европейский Союз, ну или запрет. Фактически это попытка создать многоуровневую систему отбора мигрантов. Одновременно Европа активно усиливает технологический контроль, биометрические базы данных, цифровое отслеживание въезда, автоматизированные системы проверки, обмен миграционной информацией между странами и усиление агентства Frontex. Frontex постепенно превращается почти в полноценную общеевропейскую пограничную структуру. И это тоже очень важный символ. Потому что раньше защита границ считалась исключительно национальной функцией государств. Но почему все это происходит именно сейчас? Ответ связан с демографией. Европейские элиты понимают, к 2030-2040 годам миграционное давление со стороны Африки может стать значительно сильнее нынешнего. Население многих африканских стран быстро растет, тогда как Европа стареет и сокращается. Африка становится главным демографическим вызовом для Европы 21 века. Именно поэтому ЕС пытается выиграть время, создать систему фильтрации, пока миграционные потоки еще остаются относительно управляемыми. Но здесь возникает главный парадокс, еще один, всей европейской стратегии. С одной стороны, Европа усиливает границы, с другой, сама европейская экономика продолжает нуждаться в мигрантах. И именно это противоречие становится центральной проблемой 2026 года. Потому что ЕС одновременно пытается сократить нелегальную миграцию, избежать гуманитарного кризиса, не разрушить собственную экономику и при этом сохранить политическую стабильность внутри Европы. И далее мы разберем именно этот парадокс, почему Европа не может существовать без мигрантов, несмотря на жесткую риторику и как вообще ЕС пытается перейти от массовой миграции к системе выборочного импорта, так сказать, людей под нужды экономики. К этому моменту может показаться, что Европа движется к полной изоляции. Усиление границ, рост правых партий, депортации, фильтрационные центры, давление на страны транзита и жесткая риторика политиков. Но именно здесь возникает главный парадокс всей миграционной политики ЕС. Несмотря на ужесточение, Европа объективно не может существовать без миграции. И причина прежде всего демографическая. В 2026 году европейская экономика сталкивается с проблемой, о которой политики долго старались говорить осторожно. Население Европы стремительно стареет. Рождаемость во многих странах ЕС уже десятилетиями находится ниже уровня простого воспроизводства. Людей пенсионного возраста становится все больше, а молодых работников все меньше. И это постепенно превращается в системную угрозу для экономики. Особенно тяжелая ситуация складывается в Германии. Немецкая промышленность, медицина, логистика и социальная сфера уже испытывают серьезный дефицит кадров. Причем проблема касается не только высококвалифицированных специалистов. Банально не хватает медсестер, сиделок, водителей, строителей, работников складов и персонала в сфере услуг. Похожая ситуация развивается и в Италии, где старение населения происходит особенно быстро. А во Франции и Нидерландах работодатели все чаще открыто говорят о том, что без притока иностранной рабочей силы экономика начнет замедляться еще сильнее. Именно поэтому Европа не может просто закрыть двери. Даже самые жесткие миграционные политики
внутри ЕС прекрасно понимают, полное прекращение миграции нанесет серьезный удар по европейскому рынку труда. Но тогда возникает вопрос, если мигранты нужны, почему общественное напряжение продолжает расти? Ответ в разнице между двумя типами миграции. Европейские власти все чаще пытаются разделить неконтролируемую массовую миграцию и управляемую трудовую миграцию. И именно к этому сейчас движется весь Европейский Союз. Фактически формируется новая система. Европа хочет принимать не всех подряд, а тех, кто нужен ее экономике. Поэтому в 2026 году все активнее обсуждаются упрощенные визы для специалистов, ускоренное признание дипломов, программы привлечения инженеров и медиков, расширение европейской системы Blue Card и точечный набор работников из отдельных стран. ЕС постепенно переходит к модели, напоминающей Канаду и Австралию. Миграция становится не гуманитарным процессом, а инструментом управления экономикой. И это очень важный психологический сдвиг. Раньше миграция в Европе часто обсуждалась через моральные категории: права человека, гуманизм, помощь беженцам и так далее. Теперь же все чаще через экономическую эффективность. Каких работников не хватает, сколько налогов они принесут, смогут ли интегрироваться в рынок труда, и пошло-поехало. Но именно здесь скрыта еще одна проблема. Даже если Европа перейдет к селективной миграции, это не означает исчезновение общественного напряжения. Потому что кризис связан не только с экономикой. Для многих европейцев миграция – это вопрос культурной трансформации. Во многих крупных городах ЕС уже заметно меняется социальная среда. Появляются районы с высокой концентрацией мигрантского населения, меняется языковая среда, возникают споры вокруг религии, образования, национальной идентичности и интеграции. Именно поэтому часть общества воспринимает миграцию не как экономическую необходимость, а как постепенное изменение привычного образа жизни Европы. Причем этот страх усиливается. И тут еще и скорость изменений. Исторически европейские общества менялись медленно, но глобализация, интернет и массовая миграция резко ускорили этот процесс. Для многих людей возникает ощущение, что они живут уже не в той стране, которую знали 20 лет назад. Политики это прекрасно понимают. Именно поэтому в 2026 году Европа пытается найти крайне сложный баланс: сохранить экономику, сократить нелегальную миграцию и не допустить политического взрыва, и одновременно с этим удержать идею либеральной Европы. Но получится ли это, пока неизвестно, потому что впереди главный вопрос: способна ли сама Европа сохранить внутреннее единство на фоне миграционного кризиса. И именно об этом будет заключительная часть нашего сегодняшнего видео. Прогноз на 2026-2030 годы. Расколется ли ЕС из-за миграции, какие страны станут наиболее жесткими и какой может быть новая Европа через несколько лет. К 2026 году Европа подходит к исторической развилке. И главный вопрос уже не в том, будет ли миграция продолжаться и продолжена. Практически все понимают, она никуда не исчезнет. Настоящий вопрос звучит иначе. Сможет ли ЕС сохранить внутреннюю стабильность и политическое единство в условиях постоянного миграционного давления? Потому что сегодня миграция это уже не какая-то там отдельная тема. Она связана с буквально со всем: экономикой, безопасностью, демографией, выборами, социальной системой, идентичностью и будущим самого ЕС. Именно поэтому следующие несколько лет могут определить, какой Европа станет к 2030 году. Наиболее вероятный сценарий: Европа станет значительно более жесткой в вопросах нелегальной миграции. Причем это уже не временная реакция, а конкретный долгосрочный политический тренд. Даже если правые партии не придут к власти во всех странах ЕС, они уже
изменили саму политическую повестку. Теперь практически весь европейский центр вынужден учитывать общественный запрос на контроль границ. Именно поэтому к 2030 году почти наверняка усилятся депортации, цифровой контроль, он уже включился в работу, биометрические системы, фильтрация мигрантов вне ЕС, давление на страны транзита и полномочия Frontex. Frontex может превратиться и, скорее всего, превратиться в одну из самых влиятельных структур нового Европейского Союза, фактически в общеевропейскую систему защиты внешних границ. Но одновременно будет происходить и другой процесс. Европа продолжит открывать каналы для нужной им миграции для стран Европейского Союза, потому что демографическая реальность остается прежней. Опять же, повторимся, население стареет, а экономика требует работников. Поэтому к 2030 году ЕС, скорее всего, окончательно перейдет к модели селективной миграции. Это означает меньше стихийной миграции, больше управляемого отбора, приоритет специалистам, жесткие требования к миграции и усиление контроля над получением убежища. Фактически Европа движется к системе, где миграция станет частью экономического планирования. Но здесь возникает еще более глубокий вопрос. Сможет ли сама европейская идентичность пережить этот переход? Для многих жителей Европы кризис связан не только с границами или экономикой. Люди все чаще ощущают, что привычная Европа постепенно меняется культурно и психологически. Особенно остро это воспринимается во Франции, где вопросы национальной идентичности и светского государства становятся все более конфликтными. Также серьезное напряжение сохраняется и в Германии, где общество фактически разделилось между сторонниками открытой Европы и теми, кто требует жесткого ограничения миграции. А в Италии миграционный вопрос вообще стал частью борьбы за политическое влияние внутри всего Европейского Союза. Именно поэтому главный риск ближайших лет не сама миграция, а политическая фрагментация Европы. Север и юг ЕС уже спорят о распределении мигрантов, Запад и Восток о квотах и культурной политике. Одни страны требуют больше гуманизма, другие больше жесткости. И если экономический кризис усилится, эти противоречия могут стать еще опаснее. Но несмотря на все это, сценарий полного распада ЕС пока остается маловероятным. Почему? Потому что у европейских государств слишком высокая взаимозависимость. Общая экономика, единый рынок, энергетика, безопасность, финансовая система, война у границ Европы, как-никак. Поэтому наиболее реалистичный прогноз выглядит так. ЕС сохранится, но станет другим. Менее идеалистичным, менее открытым, более прагматичным союзом, более жесткой миграционной политикой и гораздо более сосредоточенным на контроле. Фактически заканчивается эпоха Европы без границ. На смену приходит новая модель. Либеральная Европа, которая пытается выжить через усиление контроля. Именно это, скорее всего, станет главным политическим итогом 2026-2030 годов. Парадоксально, но миграционный кризис изменил не только отношение Европы к приезжим, он изменил Европу.